Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Speech. Сегодня я вам расскажу о так называемых интернет-знакомствах, а именно о фейках. Как их отличать новичку и какие они бывают. Поехали! Вот, открываем один из бесплатных сайтов. В основном они сидят на бесплатных сайтах, потому что на платных сайтах, фейк, что это такое фейк? Это человек, который сидит под чужими фотографиями. Это не именно девушки, это может быть, это есть и мужчины тоже. То же самое, за них занимаются махинациями, вымогательствами и так далее. Разные есть виды преступлений в интернете. Конечно, этим заниматься должна киберполиция, но я вам просто наглядно покажу, какие бывают фейки со стороны женского пола. Вот как новичку, который только создал свою анкету, не попасть на, например, вот это вот. Можно сказать, что это фейк. Почему это фейк? Во-первых, очень качественная фотография. Видите, да? Вот. Во-вторых, она обрезанная фотография. Это уже не фотография, там, например, телефона. Конечно, вы можете мне сказать, что да, люди бывают там, у людей и айфоны есть, и там фотоаппараты, да, конечно. Но в большинство на таких сайтах, это же не соцсеть, что там действительно может быть как Инстаграм, так и все прочее. Здесь при девушке, у которых есть стабильное финансовое положение и свыше стабильного, они не будут сидеть на таких сайтах, им незачем заниматься, у них просто нет времени. Что новичку наиболее нужно знать? Это все фейки практически делают одно и то же. То есть они у вас будут любыми способами выманивать ваши деньги. Наиболее, где они распространены, это большие города. То есть Киев, Одесса, областные города и тому подобное. В основном, где можно поживиться, это в Киеве. 100%, потому что в областных городах люди не столько много получают, но если опытный, я вам скажу так, есть много фейков, то есть есть люди профессиональные, как и воры там и все прочее там в реальной жизни, так и непрофессиональные, которых вычислить очень быстро и очень они выдают себя одним и тем же смыслом сообщений. То есть здравствуйте или привет, там пополни счет, или там позычь мне, или там даже выдумывают болезни своих детей, у которых, возможно, даже и нет этих детей. Есть фейки, которые работают профессионально. У них есть все. То есть это, возможно, оригинальная девушка, у которой есть банковская карта, есть Viber, и чем она может попользоваться, это своей внешностью. Вот, это самые опасные фейки на всех сайтах. То есть она с вами заводит контакт, она дружелюбная, милая, нежная, я имею в виду к мужчинам. И она, что странность в этой девушке, что она сразу не хочет с вами встречаться.
То есть вы можете, ну, я не имею конкретно вот эту девушку, это может быть и оригинальное фото, вот, но скорее всего это фейк. Видите, да, качественная фотография, очень качественная фотография. Можно сказать, что да, это фейк 100%. Таких в основном вот эти вот фотографии они копируют на Инстаграм, вот, для того, чтобы соблазнять мужчин. Ну, здесь может быть сидит либо девушка, либо мужчина. Ну, я сейчас рассказываю про профессиональную девушку, профессионального фейка. Она использует свою внешность, но что она не использует, это первое свидание. То есть, если вы вот новичок, и вам она отказала, ну, понятное дело, все девушки, ни одна девушка сразу не согласится с вами прийти навстречу. Но если она открытая, и вы общаетесь с ней, ну, как бы неделю уже прообщались, и по видео, и по обычному телефону, ну, мобильному, и она по каким-то причинам не хочет идти с вами на свидание, это падает подозрение, вот. Почему? У нее всегда какие-то причины. То она не может по работе, то она потом... Но вы всегда смотрите в ее диалог, что она хочет от вас. Всегда такие девушки говорят фактически смысл у них один и тот же. То есть за неделю переписки или за неделю разговоров по телефону, даже по видеосвязи, она говорит вам так: слушай, вот у меня, я могу приехать к тебе. Она, конечно, не с Киева, потому что вы, например, будете с Киева, она может быть с какого-то там областного или районного, или села даже. И она говорит: вот, вышли мне на дорогу столько-то, столько-то. Это значит сразу, что это фейк. Фейк, профессиональный фейк. Потому что они или, например, ну, на таких мелочах, как пополни счет, такие люди не работают. Они только на открытых картах. То есть в больших размерах, от 1000 гривен или от 500 до 1000 и выше. Вот. Так, ну это такие вот. Дальше. Есть непрофессиональные фейки. Вот. Скажем так, можем даже взять, вот, выйти. Сейчас, секундочку. Выходим. Вот я, например, нашел девушку. Ее зовут Валентина, 24 года. Это то же самое, фейк. Видите? Это фото сделано профессиональным фотоаппаратом. Оно не имеет, ну, да, вы можете сказать, оно сделано айфоном. Да, возможно, оно сделано айфоном. Но какая девушка, которая имеет... Вот, как раз она показала, какой у нее телефон. То есть даже не тот человек показал, который под фото сидит, а именно вот это. Это означает непрофессиональный фейк. Почему? Потому что у вас сразу же должно быть возникнуть подозрение. Эта девушка, она сразу же... что я рассказывал про непрофессиональных фейков. То есть эти люди в течение там 10 минут начинают там просить пополнить им счет, перевести деньги и все прочее. В прошлом видео у меня было, скажем так, наглядно я показывал,
как фейк хотел меня развести на деньги. Но я так понял, что этот фейк мужчина, и ему не удалось, и он потом начал мне угрожать. Ну, я его заблокировал. Еще что самое главное на всех сайтах, не только здесь, и на всех сайтах, не вздумайте человеку отвечать грубостью. Это будет означать на этом сайте, что вас могут то же самое заблокировать, что его. С любым человеком, вернее, с любой девушкой, то или она фейк, или не фейк, нужно разговаривать красиво и не грубить. Если здесь за грубость отправляют в игнор и блокируют вас. Смотрите, ну это в следующих роликах я вам расскажу подробно, как блокируется, что, ну это вам как бы может и не интересно быть. Вот, перейдем дальше к фейкам. Есть такие люди, которые, вот, видите, это качественные фотографии, там, сделанные фотоаппаратом. Сейчас я вам покажу более некачественные фотографии. И тоже практически в основном люди используют обычные фотографии. Для того, чтобы, тот фейк, который уже обжегся, он уже... ни одну страничку в интернете, скажем так, выложил и заблокировали, он знает, что настоящим, тем фейкам, у которых у девушек в руках iPhone, никогда в жизни не пополнит счет. Это вы должны тоже знать, что вот это все, это блеф. И если вы и хотите кому-то там пополнить счет, то вы сначала с этим человеком нужно встретиться. И тогда вы уже на свое рассмотрение будете себе знать, что вы хотите дальше. Так, я вам сейчас покажу наглядно. Вот еще один показатель того, что это фото сделано с какого-то сайта. Видите, обрезанное фото. Просто на сайте. Просто это не профессиональный тоже фейк. Как бы. Он или она, видите, какой качественная фотография. Это фейки. Здесь в основном фейк. Вот даже вот эта вот фотография, видите, это означает, что это с Инстаграма она. Вот. Бассейны и тому подобное. Ни одна девушка, которая себя уважает, или у которой много денег, не будет сидеть на сайте знакомств. Это 100%. Видите, за границей, Так, перейдем к тому, что я вам говорил. По поводу хужего качества фотографии у женщин. Секундочку. Вот, я нашел одну анкету. Вот это, возможно, это оригинальная девушка. Возможно. Но тут тоже спорный вопрос. Почему? Потому что качественная фотография. Но здесь есть и некачественная. То есть, эта фотография сделана с телефона. И это, возможно, и есть. Но, что касается фейков, фейки используют разного. Те, которые профессиональные фейки, они используют вот такие вот фотографии. Почему? Потому что человеку поднести то, что он ищет. То есть он не ищет какую-то красавицу с журнала. Он ищет обычную девушку. И вот первоначальные новички, они просто попадаются на этом. Вот. А еще есть фейки, работают в паре. Что это обозначает? Это означает, что человек с
внешностью. Ну, то есть, например, сейчас я вам покажу, с какой внешностью. В основном, так, девушки-фейки, это, сейчас я вам наглядно покажу, какие. Вот как раз я говорил по поводу некачественной фотографии. Вот. Вот этот человек, вот эта анкета, возможно, есть оригинал. Видите? Но и эту девушку можно использовать как фейк. То есть не факт. Факт будет тогда, когда у вас будет номер телефона ее, и когда вы с ней встретитесь, и вы увидите действительно, что это настоящая девушка. Вот. Сейчас мы перейдем к профессиональным фейкам, которые просят деньги здесь. И какие используют они фотографии. Вот, я нашел, вот, видите. Ну, это спорный вопрос, фейк это или нет, потому что здесь девушка красивая. И в основном красивых девушек используют на фейке. И видите, у нее как бы некачественная фотография. То есть, можно сказать, что эта фотография сделана с телефона. И здесь спорно. Здесь может фейк, а может не фейк. Но мы поговорим о фейках. Что они используют? Они используют все. Они используют, что они там ищут отношения, что у них нет детей, есть дети. Но в основном вот такие фотографии вылаживаются, где ихняя внешность видна. И есть, я вам как говорил, еще один разновидность фейков, это два человека. То есть она настоящая, и она общается по видео Вайберу, или по Телеграм, или по Скайпу, там, кто какие варианты выбирает. И он с вами общается по тексту, то есть он может общаться как здесь, ну вот, так и может общаться в Вайбере. Но как отличить их, как их разоблачить, этих людей? Очень просто. Их видно по переписке. То есть девушка, вы стараетесь, когда вы общаетесь, ну в основном, если вот она предложила вам пообщаться, вы пообщались, все там, и она говорит, давай перейдем в Viber общаться. Вот. Она не говорит, я вот завтра перезвоню тебе, или через там, я буду занята, и вам, и скажем так, я буду писать тебе с Телеграма, с Вайбера. Ну, сообщения обычно они не используют, потому что, во-первых, по тарифам дороговато, и это невыгодно. В основном используется Viber. В Вайбере есть такие, конечно, в Вайбере, что можно и звук там подключить. Но это как бы это простому обычному фейку оно не нужно, потому что такие вайберы стоят денег, и больших денег. Дальше, вот они работают вдвоем. Он ведет переписку по интернету. Она для отчетности, что это не фейк, вам же для отчетности, она говорит с вами по видеозвонку. Но отличие это только вы всегда настаиваете, чтобы человек общался с вами хотя бы по телефону. Потому что если она будет с вами разговаривать по Вайберу, то тогда вот, смотрите, вам дали номер Вайбера и говорят, что вот, я не могу сейчас общаться по телефону, вернее, 100% нас, скажем так, сделайте так, подтолкните ее на то, чтобы она с вами по видео пообщалась. И в основном, вот, вы можете проверять, вот,
человек, вы видите, что переписка пошла не такая, как вы, вот. То есть переписка была на сайте одна, она говорит совсем другое. Ну, конечно, по тексту не увидишь, что она говорит. Но в основном вы можете их запутать и словить на горячем, когда человек будет вам писать, а вы позвоните ему. Ну, он же не знает, что вы догадываетесь. Так вот, этот человек позвонит, скажем так, вы позвоните ему, и он будет скидывать. Понятное дело, что он будет скидывать, потому что он не может взять телефон. Ну, как он возьмет, если это не он, вернее, не она. Но таким способом, скажем так, нужно воспользоваться только вечером. Или же, когда человек, вот, спрашиваете у нее, когда она будет свободна. Ну, в основном это после работы, вечером. Но, само собой, это может быть и работать пара. Разгадать их очень сложно, но можно. Только по переписке. Если вы видите, что вы не можете ничего сделать, но переписка разная, лучше с такими людьми не общаться. Потому что ни к чему хорошему такой разговор привести не сможет. Это, если, не дай бог, конечно, если вас, конечно, на деньги здесь разведут, но, может быть, и в реальной жизни на что угодно вы можете наткнуться. Злоумышленники сейчас, скажем так, выгадывают что угодно. То есть, дальше, продолжим дальше разговор. По поводу фейков. Еще одно. Смотрите, если вы, например, с какого-то там города, например, областного города, и она далеко от вас, эта девушка. Вот, вот она вам, например, понравилась. Возьмем город Бровары. Вот. И вы хотите с ней познакомиться. Конечно, сразу же вы посмотрите фото. Повнимательней посмотрите. Ну, как мне кажется, это реальная девушка. Но это на первый взгляд. Дальше. Дальше вам нужно начать с ней диалог. Начинаете диалог культурно, вежливо, общаетесь с человеком. Тогда просто-напросто во времени общения до этого вот вы не знаете, бровары это или нет. То есть здесь в основном, если человек не фейк, то он будет фотографироваться там, например, на улице, в открытых там местах, там, где он любит бывать, там, в магазинах. Но вот, видите, да, вот здесь вот какой-то рынок, неизвестный рынок, и вы просматриваете местность. То есть вы можете в интернете запросить в гугле карту Броваров. И наглядно, когда вы вот, ну, я не имею в виду этого человека, я имею в виду ту девушку, которая вам понравится. Вы просто при общении, вот она вам отвечает дружелюбно, все, вы общаетесь, вы взяли, например, номер телефона у нее. Я рассказывал, кстати, в предыдущем видео, как брать номер телефона у девушки, как общаться, как заводить отношения. Я еще буду рассказывать в следующих роликах. Ну, а пока разговариваем за фейков. И вот она с вами уже общается. И еще что главное? Главное для новичков сайтов знакомств нужно, чтобы она вам дала Facebook свой или Instagram. Если такого имеется, это стопроцентный, что это уже не фейк. Но еще вы подтверждение, вот она в Броварах, например. Он говорит, 100% я в Броварах, все. Вы карту города знаете, ну как бы, вы увидели в интернете, какие фотографии, какая местность. И вы говорите намеком,
там, как вы там к ней обращаетесь, говорите, послушай, там, Настя, или там еще, сфоткайся мне на улице, пожалуйста, там, какое у тебя есть любимое место. Не нужно говорить, что вы хоть хотите ее проверить, потому что человек может обидеться, если она реальная. Или фейк может понять, что вы проверяете. Вот. А вы говорите, вот, я хочу посмотреть, какие у вас есть места. Вы можете мне сфоткаться, там, тыры-пыры и все прочее. При общении, когда человек, вы пересекаете барьер, вот, первый барьер, это поначалу, изначально. То есть, даже фейк, он упустит этот момент. Он сфотографируется там, где он любит фотографироваться всегда. И по фотографии вы сможете, ну, скажем так, распознать, не задавая ей многих вопросов, распознать город или населенный пункт, где она находится. А потом, если она действительно не фейк, вы увидели все. И, конечно, она предложила вам встретиться. Ну, девушка не всегда предлагает первое. В основном это настоятельно должен сделать мужчина. Вы предложили встретиться, она встретилась, ну, соответственно, вы видите, что человек не фейк, и человек с того города, откуда она писала. Но здесь, на таких сайтах знакомств, в основном сидят фейки. Если фейк будет, смотрите дальше, если человек не хочет фотографироваться там, на улице, это уже подозрение. Подозрение то, что она не с того города. И вообще фейки не фотографируются. У них есть готовые фотографии, которые вот. Вы говорите, блин, сделай мне, пожалуйста, ну, там, селфи. Селфи. Или же у каждого из вас есть Google карта. То есть вы можете ей сказать, вот, ты можешь мне сделать скриншот там, где ты находишься. И вот, но это тоже не сразу нужно говорить. Это нужно говорить в ходе общения с девушкой. Чтобы она не испугалась, есть такие люди, что просто даже и не фейк может испугаться. Ну, мало ли для чего оно вам надо. Это вы уже говорите на второй, на третий день общения и по телефону. Ты можешь? Она, да, конечно, не вопрос. Если это фейк, ну, этот человек начнет говорить, а зачем тебе? Ну, и множество разного будет как бы. И в основном такие фейки, вернее, такие люди, которые не под своим фото, они долго с вами не общаются. Общение идет там 2-3 дня, максимум неделя. И тогда она пытается, скажем так, выманить у вас финансы. Любому там пополнить счет там. В основном это пополнение счета. Почему пополнение счета? Потому что пополнение счета нигде не фиксируется. Вот вы пополнили счет, и там она вас заблокировала и выкинула там телефон. Вывела там деньги, все, и выкинула телефон. Вы идете в полицию, а в полиции говорят, вот, дайте мне там координаты ее там. Фотография может быть левая 100%. Потому как даже если у вас есть ее карта банка, переписка, это уже уголовное дело, это уже мошенничество называется. Вот, вы смотрите все сами, потому что жизнь она такая. Так, еще есть много фейков. Сейчас я вам расскажу, какие. Возьмем мы, например, с вами районный центр. Например, вот, любой. Так, видите, фотография. Девушка держит ребенка на руках. Ну, как бы некачественная фотография. И девушка как бы, ну, со стороны там того, который живет в столице, это не ахти. Она как бы, но в основном это может быть только на фотографии. Так человек может быть в реальной жизни, ну,
симпатичная и привлекательная. А все лишь фотографии, может, все что угодно. Видно? Вот такие вот девушки, в основном таких девушек в основном используют фейки для жалости. Например, она действительно девушка, но она является фейком. То есть подставные картинки. Она общается с вами, общается даже по телефону. И тут она говорит вам: пополните счет. Вот эти слова, которые пополни, переведи, позычь. Вот, блин, бывает даже такое, что у меня было даже такое, что она мне, ну, девушка, которая вот со мной общалась, она мне позвонила вот в 3 часа ночи, сказала: блин, мой ребенок попал в больницу. Пожалуйста, переведи мне, блин, некому обратиться. Это называется спич такой, что, ну, неожиданный для вас. Вы еще фактически не проснулись. И вы автоматически понимаете, что человеку плохо. И на этом вас самое больше можно развести. И так, стоп. Вы, вернее, говорите так: опа, стоп, подождите, в какую больницу попала она? Вы же понимаете, что в какую больницу? Она, если она называется больница, все, вы говорите все равно. Сейчас я перезвоню, секундочку, чуть-чуть времени прошло, вы к ней звоните и говорите: ну как ребенок, как то. Она говорит, она продолжает то же самое: пожалуйста, переведи мне деньги, там тыры-пыры, все прочее. Хорошо, вы говорите: я сейчас постараюсь тебе помочь. Дай мне номер, дай мне телефон врача или там какого-то там, в основном пускай даст телефон нескольких людей. Но это тоже не выход, потому что в основном такие люди работают. Может быть, если она профессионал в этом, она может задействовать любую, скажем так, любую отрасль. То есть и больницу, и может просто она сидеть на квартире, на хате или там в себя на хате, сидеть в хате, вернее, ну, в частном доме, и с толпой разводить вас на деньги. Если вы не уверены в том, что действительно, ну, лучше не переводите. Я это вам говорю как, скажем так, человек, который уже съел зубы на этом, потому что я уже на таких сайтах больше 10 лет. Меня тоже разводили, поверьте, я тоже попадался на эти. Вот на такую уловку я и попался. И через 2 дня, вернее даже утром, я звонил ей, и просто-напросто человек заблокировал полностью. Я перевел, как я помню, 3000 гривен. Это как бы достаточно за неделю. Я тогда этого не понимал, ну, вот так получилось. И я на горьком опыте, это уже было очень давно, но я свою историю рассказываю вам для того, чтобы вы не попались на такие уловки фейков. Так, еще есть такие уловки в Вайбере. Вот, она пишет, например, то есть девушка пишет парню звуковые сообщения: привет, как дела, там тыры-пыры. Он записывает это все, и вы общаетесь по звуку. Он говорит: давайте, он, фейк я имею в виду, говорит: давай пообщаемся по звуковому вайберу. И вот, но он вернее, каким-то образом она, по каким-то причинам она не может с вами общаться по видео там. И звук, звук не будет меняться, но вы должны слышать в звуке
бывает свой минус. С чем это повязано? Это значит, что вот, например, вы говорите «Привет, как дела?» Она отвечает что-то другое. То есть, вернее, оно похожее, но вы этого просто не заметите, если не будете прислушиваться. Вот. Тогда вы говорите, давай я сейчас перезвоню. Она говорит, нет, все, это уже подозрение. Подозрение в том, что это, возможно, фейк. И ты говоришь ей, давай я перезвоню через 5 минут. Я не верю, вы говорите конкретно уже, я не верю, что это ты, давай я перезвоню. За 5 минут, если они в паре работают, она не возьмет трубку с того телефона, с которого вы общаетесь с ней. Если же она перезвонила с другого телефона, значит 100% это фейк. 100%. И потому вы просто-напросто прекращаете разговор с этим человеком. Никогда в жизни не переводите на карту, на мобильный телефон. Под любыми предлогами фейки к вам могут даже написать вот «Привет, как дела?» Вот она первая. В основном девушки не пишут первые. В основном девушки отвечают. Но даже если и фейки грубить, вы на 100%, даже я на 100% не могу уверен быть в том, что вот этот вот, например, вот эта вот девушка не фейк. Я не могу 100%, но и не могу гарантировать то, что она фейк. То есть с ней нужно пообщаться, ну, она у меня в игноре стоит. Видите, я ее в игнор поставил, это, наверное, фейк. Ну, скорее всего, может, она на мне нагрубила, ну, это такое. В основном нужно с людьми общаться, адекватно общаться. Тогда, если вы даже увидите, что это фейк, то когда вы этого человека поставите в игнор, то она вас может соответственно поставить тоже в игнор. Тогда сайт проверяет, как вы общались, можно вас блокировать. И если вы отвечали грубостью, конечно, вас заблокируют вместе с тем фейком. Если же нет, вам напишут сообщение, что вы правильно сделали, что не ругались, и сайт беззаботится о том, чтобы было все хорошо. Вот. Так. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если что-то непонятно, спрашивайте. И еще, мне очень важно мнение ваше. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Не только об этом сайте, но и в основном, что вы думаете, какая у вас была история. Может, я вам что-то подскажу или могу там какой-то совет дать. Всем всего хорошего. До нового видео.